Просто чуть шпаклевочки положить, вот так примерно, ведра 4. Вот, какой красавец стоит. Видите, почему надо смотреть машины? Тут тоже немного шпаклевочки. Вот так вот вывести все, и будет симпатично. Ребята, ну наконец-то попал я на Copart Action. Это какое-то безумие, честное слово. Они просто по факту запрещают тебе попадать вовнутрь и просматривать машины. И это так и есть. Я заплатил за эту услугу, что я membership, участник этого закрытого клуба, но я не могу сюда попасть. Я просто попал на какую-то мексиканку, которая каким-то чудом меня согласилась пропустить. А так это закрытый клуб. Обалдеть. Я не понимаю, как можно покупать машины отсюда при таких высоких ценах, при странных обстоятельствах, тем более с Copart, где вранье на вранье. О, слушайте, это какое-то безумие. Ну, смотрим. Смотрите, почему надо смотреть машины. Вот почему. Я не знаю, видно, нет, я только завел, она поработала 3 секунды и уже кипит. Жидкость уходит со всех отверстий. Вы посмотрите, какое кипение. У нее сейчас взорвется двигатель, и это еще не все. У нее небольшой удар совершенно. Это Hyundai Santa Fe 2011 года. Я хотел ее за несколько тысяч сыграть. О, внешне смотрится очень неплохо. Немножко почистить салон. Но у нее совершенно не работает, например, рулевая рейка. И она под замену, но ты об этом не знаешь. Если ты в Америке, хотя бы она поедет. Да, хотя бы она поехала, но это уже легче. Ребята, это просто, я не знаю, по-моему, проще у каких-то цыган купить машину, и ты меньше прогадаешь, чем купить ее на Copart. Это какое-то безумие. Естественно, кондиционер не работает. В общем, тут скрытых болячек с ремонтом на пару тысяч. Представляете, на пару тысяч. Химчистка салона, совершенно в отвратительном состоянии салон. И вот так Copart продает машины. Ко мне подошли двое мексиканцев и говорят, что она очень плохо работает рулевое колесо. Думаю, ребят, я понял, почему вы это говорите. А вот посмотрите, какая симпатичная, да? А вот так люди покупают машины с Украины и России. Им показывают, как дверь открывается, как вот тут все работает чудесно. А потом рулевая рейка со всеми пыльниками, шрузами под замену. И сколько там еще выплывет, просто неизвестно. А вот хочу посмотреть эту Акуру, которая совершенно потеряла где-то свой лак. Посмотрим, заведется. У меня такая же, ну, с автосалона. О, эта машина ухоженная. Вот это уже интересней. Так, интересно, тут хотя бы кондиционер работает. Так, у нее что-то там начинаются вываливаться ошибки. Но состояние очень чудесной машины. Мне просто машину уже не надо выбрать. Поэтому кто-то рылся в предохранителях. Послушаем, как работает двигатель. О, а где тут открывается? А вот. Тут, да, тут все должно работать. В этом можно не сомневаться. Дождемся, как работает климат. Посмотрим ее всю. Она показана как градобойная. То есть ее град побил. Хороший черный кожаный салон. Состояние изумительное. Конечно, кожа, коврики. И похоже, все на месте. А что ж с ней не так? И за сколько она может уйти? Да, я вижу, вот здесь просматриваются следы града. Капот, конечно, в мерзком состоянии. Все грязное. Выцветшая крыша. Это, конечно, очень плохо. Лака нету на ней. Мутные фары. Да, очень важно на Copart заводить машины и слушать, как они работают. Сколько обмана, вы не представляете. Но в нашем случае все работает, по-моему, хорошо. Сейчас посмотрим. Да, ничего такого критичного не видно. Да, но до родного цвета не доберешься. Вся в пыли. Хотя внутри достаточно чистая. Так. Ну, это нам показывало, что в ней нету жидкости. Посмотрим. Коробка включается мягко.
Камера заднего вида работает. Чудесно, нам бы эту Мазду не ударить. Так, а что еще тут есть за ошибки? Посмотрим. Ой, ребятушки. Что-то плохо у нее с рулевым управлением тоже. О, так тяжело она, конечно, идет. Очень тяжело. Но здесь хотя бы работает кондиционер. И это чудесно. Потому что это тоже дорогое удовольствие. 150-200 долларов компрессор, и работа по нему может стоить и 400, и 500 долларов. А рейка я даже не знаю сколько. Это вот 1000 закидывать сразу надо на нее. Вот эта мне машина нравится. 142 пробег для Acura, это практически ничего. Посмотрим, что у нее в багажнике. Да, и тут есть привод багажника. И она достаточно чистая, ухоженная машина. Очень даже симпатичная. Посмотрим, что у нее есть тут. Тут, по идее, должен был быть... Так, это у нас еще один ряд сидений. Надеюсь, что там все в порядке. Работает ли привод? Да, привод работает, и это хорошо. Не вижу больше никаких проблем. Наверное, буду смотреть эту машину. Так, пойдем просмотрим еще. О, ну тут просто чуть шпаклевочки положить, вот так примерно, ведра 4. А этот Porsche, я его помню, он с прошлого раза игрался, и, по-моему, он дошел до 2500. Здесь есть ключ Porsche. О, мэн, совершенно для меня экзотичная машина. Я не знаю, кому бы понадобилась такая. Да, его можно купить за 2000. Но сколько он будет стоить, чтобы его восстановить? Конечно, безумных денег, я думаю. Я думаю, будет стоить просто безумных денег. Хотя машина, конечно, с задором. Несущественный удар, но замена всего-всего, что только может. Просто всего. Так, вот что еще меня заинтересовало. Старая добрая Toyota. Ох, ее побил град, здорово. Что-то у нее куча коцок, 67 пробег. Интересно, какая цена будет на ней. И заводится ли она? Попробуем. Нет, она не заводится. Да, хотелось бы себе венчик поменять. Надо будет понаблюдать за этим веном. Тяжелая дверь такая. Да, он весь покоцанный. Кто-то здесь делался элемент. Посмотрим, понаблюдаем. Так, немножко американского автопрома нам не помешает. GMC Terrain. Задорный такой внешний вид. И что с ней? Пока не вижу. А, вот тут удар небольшой. И она в абсолютно приличном состоянии. Любопытно. Любопытно, какая она внутри. Посмотрим с вами. 39 пробег. Хорошая такая кожа. Достаточно чистая машина. Попробуем завести. Заводится чудесно. Все работает. Так, я хочу сделать чуть меньше. Так, я хочу это выключить. Ну, достаточно новая машина. 39 пробег. Люка нету. Внешне симпатично, агрессивно. Вот тут хотя бы руль работает чудесно. И у нее, слушайте, у нее бесподобный пробег, майлидж на расход топлива 40. Я не знаю, это сколько, это литров 6-7, наверное, если в европейской системе измерить. Ну, достаточно прикольная машина. Понаблюдаем, тоже интересно, в копилку ее. Вот, какой красавец стоит. Досталось ему, этому парню. Похоже, сильно ему досталось. Так, а вот новая Kia Optima. О, тут тоже немного шпаклевочки. Вот так вот вывести все, и будет симпатично. Так, а вот еще что хочу посмотреть. Это у нас Veracruz. Нет, это не Veracruz, это последняя Санта-Фе. Ну, последняя, предпоследняя, наверное. 2-литровая, турбированная. Я не знаю, что это за машина. Скорее нет. И она, похоже, как бы почти целая. Что с ней не так? Попробуем завести. 80 пробег. Конечно же, грязный салон. Нет, она мертвая. Так относится к машинам. Мама, я выпил кофе. Вот примерно так. Ну, не знаю, спорная. Слушай, ну хотя бы чуть-чуть пальцы вытирай, когда трогаешь. Я не знаю, что тут было. Тут был какой-то кофейная вечеринка была. Всюду кофе. Скорее не нравится. А я тем временем сел в Nissan Rouge.
Так, ну тут так постоянно врубает кондер сильно, вот надо уменьшить. Тише, 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 умолкай, постепенно снижается. Кстати, если сравнивать с американским автопромом, японцы безусловно выигрывают в плане дизайна, посадки, как все здесь сделано, вот прямо он сразу нравится. Удобные сиденья, бампер идет в комплекте, потому что его нету. Сейчас покажу, что с ней случилось. Ну, симпатичная машина, но они дешево не уходят. И такую машину за 5000 не купишь, только из-за бампера. Кстати, очень прекрасная посадка, очень удобная машина. Все органы управления доступны. Даже прямо нравится, я бы сказал. Сейчас покажу вам ее снаружи. Да, и расход вот мне мигнул только что, очень хороший. Да, и пробег у нее 39 тысяч. И у нее замена бампера. Я думаю, за десяточку, наверное, она будет улетать. А все остальное целое в машине. Посмотрим дальше, что есть. Так, а что с Жуком случилось? 97 пробег. На прилично новой резине. Что с ним случилось? А, у него стрельнула подушка. У него полностью стрельнула подушка боковая. Фу, какое оно сиденье, это и ремни. А что, какой он мерзкий внутри. Даже хочется его быстрее закрыть просто. Ну и немножко красоты покажу вам. О, замена крыла, бампера. Да много здесь узлов придется поменять. Дорогой ремонт будет. 25 тысяч пробег. Какая красивая машина внутри. Стрельнула боковая подушка, сиденье, наверняка ремни. Ремонт будет не дешевый в этом Мустанге. Приятель пострадал. Где-то влетел. А вот интересно, Outlander. Какая с ним ситуация? Такие клеенчатые двери у него. Так, он может быть даже заведется. У него 53 пробег. Давно было интересно узнать, как он. Как ты, Outlander? Посмотрим. Что тут? Старт-стоп. Да, у него мертвый аккумулятор. Ну, как и любой японец, достаточно симпатично смотрится внутри. Не аккура, конечно, но люка нету. Такой очень, очень скромный, дешевый пластик, я бы сказал. Немножко по-американски, мягко говоря. Не знаю, на любителя. Так, Nissan Altima. Вот такой удар. Совсем новый. 14 тысяч пробег. Совершенно новая машина. Такая обивка. Как дешевые китайские игрушки. Что они делают с ними? Так, а как ее завести? А как ее завести вообще-то? Что надо нажать, наверное, не знаю. Я бы и рад нажать. Да что? Музыку включить. Ребят, я правда не знаю, как ее завести. И тут невыносимо жарко становится сидеть, поэтому я ее покидаю. И ощущения скорее нет, чем да. Мы тем временем продолжаем искать машину мечты. Вот еще интересная экономка. Insight, Honda Insight. Всегда хотелось посмотреть, какая она внутри. Просто любопытно, знаете. Civic. Самый обычный Civic. Нет, не заводится, но, наверное, это связано как-то с тем, что у нее электрическая батарейка стоит. Ну, прикольная для города, я думаю, неплохая машина. Не более того. Так, что еще тут есть интересного? О, как сильно пострадала сервишка. Очень дорого пострадала. Очень. Даже такое не хочется смотреть. А вот эти джипы я недавно узнал. Они, оказывается, делаются в Италии. Renegade. Да, вот такой джип. И он делается в Италии. И он такой задорно прикольный. Молодежный. Toyota Sienna. Хочу ее посмотреть. Первое впечатление хорошее. XLE комплекта. Ой, ну как же так? Как тяжело сейчас найти вэн, который быстро чинится. Этот чинится долго. Просто очень много работы. Как жаль. 87 пробег.
О, ну тут почти стрельнуло все, что можно. Естественно, ремни лежат. Ремни, компьютер, подушка ног, подушка руля. Короче, дорого. Ремонт дорогой. А вот интересно. Но эти тоже очень дорого стреляют машины. Ford Explorer. 110 пробег. И я не знаю, наверное, он не заведется. Ну, достаточно чистый внутри. Салон тряпка черная, крыша. Кстати, смотрится очень классно с таким переходом. Белая на черная. Очень круто. Нашел еще один Hyundai Veracruz. Они только для американского рынка делаются. Удивительно. Фары как отполированы. 141 пробег. Большие колеса. Фары сняла страховая, и скорее всего вот этот весь узел, задняя дверь идет под замену. И это какая-то версия Limited. Да, тут много элементов под замену. Вся расписана, это означает, что у нее какие-то скретчи есть. И знаете, очень достойно, да, выглядит очень достойно. Классная такая кожа. Классная. Почему Hyundai перестали делать такие машины? Veracruz. Посмотрим, какая она внутри. Да, очень, очень классно смотрится. Сиденья кажутся большими, широкими и тактильно очень удобные. Нет, она не заводится. Вот для этих лет немножко тут простовато все выглядит. Немножечко совершенно. Но впечатление от машины очень достойное. Классная тачка. Я бы такую, наверное, купил, но вопрос цены. Если бы ее за 2000 купить, то было бы неплохо. 3.8, по-моему, шестерка двигатель. Очень много откровенно битых машин. Вот я не знаю, с чем связано, но вот смотришь, например, Mazda. Ну вот хотелось бы зацепиться, по-моему, это 5-я Mazda. 18 пробег. Очень красивая машина, очень достойная. Skyactiv двигатель. И вот смотрите, что здесь. Здесь в Америке ее сделать, CX-5 полный привод, ну очень дорого будет стоить. Или вот рядом с ней троечка стоит. Отличная машина для города, но посмотрите, что с ней случилось. Просто, можно сказать, разорвана в клочья. Вот все, что были подушки, можно сказать, все они и выстрелили. Вот за что зацепиться? Не хочется очень старую машину. Вернемся к этой Акуре. Посмотрим на нее еще раз. Да, и где-то она как бы не в какой-нибудь Калифорнии стояла, а у нее просто сгорел лак на крыше. Но когда вы ее покупаете по интернету, вы это практически не видите. Вам это все не видно. И только можно приехать и посмотреть. Вот только тогда вы можете обнаружить что-то в этой машине. Заведем еще раз ее. Да, все-таки Акура. Так, подушка ушла. Какую-то систему надо проверить. Это посмотрю дома, что не так. Низкий уровень омывайки. Музыку мы выключим. Пройдемся еще раз по салону. Очень ухоженный салон, в отличном состоянии кожи. Тут, наверное, кто-то крутил номера. Посмотрим, что здесь. О, даже какой-то фирменный диск. Акура. Ну, чудесно. Надо будет понаблюдать за этой машиной, любопытно. Посмотрим, за сколько она уйдет. Так, ну и мои 5 копеек, что я думаю об этом. Акура, которую я смотрел, она ушла за 8400. Плюс еще лягут комиссионные сборы Копарта, вывоз машины и прочее. Там набежит где-то до десяточки, плюс налоги. Подобную Акуру я покупал несколько месяцев назад, и у нее пробег был в половину меньше, у нее была полная история, обслужена машина. Я даже знал по истории, где колеса подкачивались и когда.
И эту машину я купил за 13 500. А эта ушла за 8 400 с большим пробегом, и у нее не было лака. И скорее всего не просто лак необходимо было поставить, а еще и перекрас машины. Как минимум крыша или элементы. Что я об этом хотел сказать? Если вы покупаете машину на Копарте, ее все-таки необходимо смотреть. Потому что я ехал посмотреть в том числе эту Акуру, и на фотографии не было совершенно видно, что у нее нету лака. И я это увидел, когда только непосредственно нашел эту машину. И уж точно вы не будете знать о том, что у вас не работает кондиционер, или там какой-то визг в подшипнике, или вот, например, у меня была история, я заводил Subaru Outback, и было написано Run and Drive. Это означает, что она заводится и едет, но у нее один поршень явно просился распрощаться с двигателем. То есть он просто колотил так внутри, что я тут же заглушил. Понимаете? Что касается моей иронии по поводу шпаклевки. Очень часто наблюдаю, когда, например, Украина делает ставки на машину и забирает машины, и они в таком печальном состоянии, и я очень сомневаюсь, что ремонт будет полноценным и качественным, то есть там все вот прям подушки поставят на место, все ремни, все вернется, они просто их вырежут ножницами и залепят, я не знаю, как это сейчас делается, зачистят там в компьютере, что якобы был взрыв подушек. Представляете, вы катаетесь на такой машине, которая уже не содержит никаких элементов безопасности. Ну, честно скажу, ну, заказывайте услуги по просмотру машины. Так, ну и выводы из всего. Необходимо, если вы покупаете машину на Копарте или подобном аукционе, все-таки необходимо машину посмотреть. Я не знаю, как это сделать, но ее необходимо смотреть, потому что фотография, она не раскрывает на самом деле, что там произошло с машиной, какое ее состояние. И очень часто в последнее время на Копарт стали выставлять машины не страховые компании, а те, кто не могут их продать. Я знаю, этим часто пользуются. То есть, например, стук двигателя появился, ее ставят на Копарт, и она очень весело уходит, и потом возникают очень большие денежные затраты в этой связи. Ну а я буду продолжать искать машины, мне это интересно. А вы наблюдайте за этим. Все, всем пока.